Ребята, это просто жесть. Мы сейчас приходим в автодом и видим то, что у нас протекает крыша. Сейчас в Питере начались дожди, ураганы маленькие. И вот мы пришли и увидели, что реально, блин, протекает крыша. Не знаем, что делать. Время уже ночь. А чинить сейчас придется нам это все. Вот, вообще неожиданно. Давайте я вам покажу, что за капли, что вообще протекает, что делать. Это, короче, жесть. Это вот здесь вот проблема в том, что ничего не видно. Во-вторых, тут у нас самая главная электроника находится. То есть это MPPT-контроллер, солнечные батареи. И вот эти капли. Тут просто все вздулось, посмотрите. Все мокрое. Труба, еще поближе, уже стала в какой-то плесени. Это жесть. И вот если посмотреть чуть-чуть назад, то вот прям вот видно вот эту вот мокрую. И тут просто, вот я продавливаю, типа здесь норм, а тут, слышите, какой глухой звук. Что делать? Что делать, непонятно, откуда все это течет. Уже 2 часа прогреваем автодом на печке на максимальной мощности, чтобы эта труба прогрелась. Потому что тут, смотрите, тоже все вообще стало мокро. Тут уже что-то загнило вообще. Короче, жесть. Просто жесть. Нужно прямо сейчас что-то делать. Я не знаю, наверх устанавливать пленку. Пакет. Короче, сейчас будем это чинить. Время офигеть, что делать, ужас вообще. Ура. Не туристы. Это я вижу протечку. И эта протечка вот с этой вот стороны. То есть вот просто, по сути, дыра. И она вся такая вот в плесени. В общем-то, что мы можем наблюдать, что я уже сделал. Полностью все отмыл, высушил. И если мы с вами прям вот присмотримся, то... Блин, как же вам так показать? Буквально по всему периметру эта резинка, она абсолютно не прилегала к корпусу. И поэтому там настолько влажно. Ну, сейчас мы все сделаем. Замажем герметиком. И по сути должно быть все хорошо. Отсюда идет очень сейчас горячий воздух. Да, и... резинка из этого тоже, в общем-то, горячая. И надеюсь, что за пару дней это все высохнет. Хотя будут дожди. Но мы накроем это все пакетом, чтобы сюда вообще никакая влага не пробралась. Да. Также давайте посмотрим вот тут. Тоже сейчас сделаем немножечко герметиком. А то здесь на самом деле тоже может протекать. И есть еще одна такая вот штука, которая меня тоже волнует. Вот видите. Если присматриваться, тут тоже дырка. Ага. И мне кажется, что вот здесь вот взбухшая, как раз это и есть спонсор наших вечерних мук. Сейчас там тоже все протрем, сделаем и замажем сразу же. Да, может быть даже, кстати... нет, хотя антенку мы будем менять, поэтому ладно. Пускай живет. Мажется красивый, прозрачный. Немножечко некрасиво, но в общем и целом не страшно. Сейчас подправлю для общей картины, для красоты, наверное. Приходится мазать на руку, потому что оно очень сложно выдавливается. Прям буквально со всей силы. Но не страшно. Пахнуть будет только теперь всю ночь. Ребята, смотрите. В общем-то, вам ничего не видно, что я тут сделал. Насколько это грязно. Но, блин, из практичности и грязности, конечно же, мы выбираем грязно. Зато практично. Здесь вот тоже все проклеил полностью вообще. Даже не видно, тут я прям постарался. И тут тоже достаточно постарался. Более-менее вообще. Зато ни одна капля не попадет. Я даже не знаю, стоит ли это накрывать пакетом. Потому что я вот его сейчас делаю, и вот, например, на моем пальце уже все застыло.
Здесь. Ну так. Тоже все очень быстро застывает. Сейчас, наверное, почитаем. Ну нет, так-то они долго должны застывать. Миллиметра скорость. 3 миллиметра в сутки. Ага. Короче, точно делаем сейчас пакет. Еще побольше, наверное, намажу, чтобы прям точно 100% было. И все. Вы спросите, что это? Я вам скажу, это законченный вариант. На самом деле это вообще проблематично. Гребаная изолента, ну вот не держит совсем никак. То есть, во-первых, потому что очень холодно, 0 градусов. Но во-вторых, все мокрое, потому что роса. Но главное это нам, чтобы вот там вот внутри все засыхало, поэтому вот оно так аккуратненько. Ну как аккуратненько, максимально, как только можно, сделано, за провода обвязано. Сейчас это делал. Спросите, что? Жесть. Не туристы. Это было реально очень неожиданно, очень-очень неприятно, непонятно, что делать. К счастью, у нас был герметик, который мы купили заранее, чтобы, если вдруг что, все подмазать. И внутри автодома, и все дырки, которые мы наделали, например, когда устанавливали камеру заднего вида. Да и вообще, в принципе, обновить какой-то герметик. Вот он как раз понадобился, и вот мы все это сделали сразу же за раз. Итак, прошла уже неделя с момента, как мы все заклеили. И сейчас я вам расскажу, каковы у нас итоги. На самом деле, даже больше недели уже прошло, но что мы с вами можем наблюдать? То, что мокрое пятно, смотрите, никуда не ушло, но оно уже совсем сухое, но его при этом все еще видно. Но новых никаких капель огромных нету, значит, протечки тоже нету. Все, что нам нужно, это высушить дом, да. И также давайте я вам покажу. Видите, да, сюда вот все уходило. И если смотреть, вот здесь, видите, да, тоже такое вот пятно, оно дальше не уходит. Это значит, что да, протечек новых нету, и все хорошо справилось. Можно убирать пленку, которая наверху, и проверять уже насколько реально будет, потому что сейчас все равно все в такой пленочке. Да, но чтобы все точно проверить и выезжать на нем, нужно это все до конца проверить. Поэтому сейчас будем снимать. И пока что как раз идет дождь, будем все это проверять. Так, я все снял. Все стало, конечно, немножечко погрязнее, чем было. Но вечером стоит так. Отлично вообще выглядит герметик. Все точно застыло. Я думаю, туда уже ничего не будет прибираться. Так же, как и здесь, везде по кругу он есть. И вот тут мы с вами еще замазали, тоже все вроде хорошо, но все будем на практике, конечно же, смотреть. Но так, в общем и целом, вроде все окей. Также сейчас включал газ и заметил вот такое вот. Это вода в оконной раме. Да, то есть она состоит из двух. Такая вот, и внутри вот здесь можно увидеть проклейку, через которую как раз пропускают. Можем просто вот, смотрите, хопа, и вовнутрь залезть. Соответственно, протекает, и туда все уходит. И, конечно, эту водичку сейчас не убрать. Это, мне кажется, проблемка вообще. Нужно будет, не знаю, высушить, когда будет супер тепло, заклеить, и все. Пока я просушиваю автодом, покажу вам всякие прикольные штуки, которые можно дополнительно заказать в автодом, и они будут очень-очень удобные. Вот такая вот штука. Честно, не знаю, бирки не осталось, но она либо реально прям для кухонных принадлежностей, чтобы всякие соусы ставить или еще что-нибудь, либо для ванной комнаты. Вот купили, смотрите, приделали на шурупчики такие коротенькие, чтобы с той стороны ничего не вылезало. Также здесь боковая поддержка. Сейчас у нас все доклеится, и не будет таких пузырьков, чтобы туда-сюда не шаталось. И внизу вот такие вот штучки, чтобы при поездке и просто так оно не билось. Да, выдержит, я думаю, очень много килограмм. Да, потому что, ну, шурупы, соответственно. И вот это вот, оно не только при боковой поддержке, оно тут еще упирается, очень вообще удобно. Также, смотрите, вот такой вот пакет, но красивый, для пакетов.
Приклеивается очень просто. Вот так вот его можно вообще убирать, снимать. Все, и красота. Закрываете. Нужен пакет. Открыли, все, пошли в магазин. Мне кажется, очень удобно. У меня еще две вот такие вот. Сейчас я их приклею куда-нибудь и расскажу, для чего их можно использовать. Приклеил на соседнюю дверцу. Смотрите, здесь сделал макарошки, дошираки, вообще приборы. Ну, это я так вам просто показал, что может здесь помещаться. Ну, соответственно, конечно, хоть что, все, что вы хотите. Вот. И вообще красота. Главное, смотрите, вот, чтобы верхушка, да, закрывалась здесь. Так же, как и, соответственно, здесь. Вот, и вообще красота. Очень хорошо тянется. Да, мне кажется, очень, очень удобно. Такую вот штуку еще сделал. Покупали в Leroy Merlin. Тоже недорого. Но здесь можно, смотрите, хранить все, что хотите. Можно даже ботинки внизу, например. Потому что она так и называется, обувница. Вот. Но я думаю, что в автодоме реально внизу может ботинки. Тут носки, трусы и какая-то мелочевка. Вообще невероятно удобно. Не туристы. Так, вот мы с вами сегодня целый день следили, чтобы не было никаких потеков, так как я сегодня все убрал и лил дождь, вот только-только он как раз закончился. Да, все просто замечательно. И такой вот, я думаю, логичный, но очень правильный совет: следите за крышей. Да, я думаю, при любой возможности, когда на крыше, осматривайте ее от и до, чтобы все было загерметизировано. Если есть хоть вообще малейшее сомнение, то что вот это может быть дырочка, я думаю, лучше купить герметик. Вот они. Вот я использовал маленький, вот вы видели, сколько он стоит, рублей 200-300, и замазать. А то, я так подозреваю, если в крышу попадает очень много воды, это потом может сыграть очень-очень плохо. Да, это, во-первых, будет пахнуть сыростью в доме, неважно, прицеп или автодом. Потом, я думаю, плесень, а плесень это тоже плохо. Да, ну и в принципе будет уже не такая, так скажем, упругая, прочная конструкция. Да, потому что все сгниет. По итогу все не так страшно, все более-менее вроде хорошо. Надеюсь, что дом протопится, со временем все это будет уже не мокрое и не будет ничего гнить. Да, еще тому, что вот я вам показывал, хочу показать еще тарелки. Такие вот. Смотрите, это такие тарелки, они очень похожи на настоящие, но на самом деле они из экопластика. Здесь на них нигде не написано, но они сделаны из таких переработанных материалов, и, соответственно, они не бьются и выглядят очень красиво. Вот. Ссылочки будут в следующем видео, да, потому что следующее видео будет вообще просто достаточно большое, очень такое емкое. Там будет все про стоимость этого прицепа, стоимость автодома и сколько вообще стоит не только сам автодом, а все, что мы к нему купили. То есть там будет просто тысячи ссылок, всяких прикольных штук, которые я сегодня тоже показывал. Да, поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Да, стараемся делать какой-нибудь пополезнее контент, поинтересней. Да, тут, смотрите, даже написано, что можно в духовке, в посудомойке, не боится морозов. Кажется, не видно. Ну так, ну, не страшно. Всегда проверяйте автодом. Мы вот при проверке почему-то этого не заметили, хотя потом уже на старых видео, когда только покупали этот автодом, присмотрелись, то что там действительно такой вот был потолок, и это значит, что он уже давно тек, и мы это не увидели. Поэтому еще будет, кстати, одно видео, тоже очень вообще важное, про правильный выбор автодома, что вообще нужно обращать внимание именно в прицепах. Да, потому что мы посмотрели очень много видео, и обязательно выпустим хорошее, тоже емкое видео о том, как правильно выбирать, чтобы не было потом вот таких вот сюрпризов, когда начинаются дожди. Да. Ладно, ребятки, всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на этом канале, смотрите другие ролики. Всем пока.